Здравствуйте, в эфире Центр Э. Ну, наверное, сегодня центр эксклюзивного эстетического эксперимента, если уж играть в игру под названием Э. Мне сегодня хочется начать нашу передачу со стихов Льва Рубинштейна. Почему? Ну, во-первых, Лев Рубинштейн рифмуется с Александром Хинштейном. Александр Хинштейн имеет прямое отношение к Центру современного искусства, фабрике «Кухня», но не имеет отношения к современному искусству. Поэтому я цитирую Рубинштейна, а не Хинштейна. А это я в трусах и в майке. А это я в трусах и в майке, под одеялом с головой. А это я в трусах и в майке, под одеялом с головой, бегу по солнечной лужайке. А это я в трусах и в майке, под одеялом с головой, бегу по солнечной лужайке, и мой сурок со мной. И мой сурок со мной. Ну, еще я начал с этого текста Рубинштейна, потому что то, что будет делать Густав Хелберг, наш сегодняшний эксперт и гость, шведский перформансист, акционист, инсталлятор. Вот я видел текст, который будут петь, да, его персонажи, его герои, его актанты, как-то перекликается с текстом Льва Рубинштейна. Итак, я представляю наших сегодняшних гостей. Густав Хелберг, Швеция, художник, инсталлятор, перформансист. Добрый вечер, Густав. Hello. Вместе с ним один из организаторов фестиваля Центра современного искусства, этого безумия, которое называется «Современное искусство», Роман Коржов, художник. Здравствуйте. И помогать нам будет Андрей Сенаторов, переводчик. Петр Штайн, переводчик, как говорила Людмила Улицкая. Густав, да, первый вопрос. Ну, понятно, что да, вас пригласил Роман, Неля. Как вас занесло вообще в Самару? И была ли Самара для вас хоть каким-то раздражителем? Я только напомню, Роман и Нелли говорили, ну, во-первых, да, здесь был, Нобель здесь бывал, да, вот проплывал, и у него здесь было даже какое-то представительство пароходное. Нобель. Да. Да. Альфред Нобель or his Да, в brother. 90-е годы его, лично я очень тесно сотрудничал, был культурный атташе Швеции в России, может быть, вы его знаете, Юхан Эберг, и мы здесь Карлу Бельману делали посвященные сумасшедшие акции, как бы современные художники. Okay, I know. I met you on Ehrenberg in '96 in Moscow. Я вас встречал в 97 году в Москве. Да, когда мы в посольстве там что-то устраивали, я помню, там было огромный чан раков заказал Юхан Эберг. Я не знаю, были вы тогда в посольстве? Special food, Russian food, this lobsters. All right. Yes, full pot of lobsters. Oh, that's funny. Да, было несколько поэтов. No, I know. But I was in Moscow as a student, as an art student. We went on a trip to Moscow in '96, and then he was the cultural attaché there. В ту пору я был студентом и прибыл в Москву, ну, в качестве на обучение. Вот, да, я заканчиваю это все вопрос такой, да, это из трех частей. Самара все-таки, да, чисто случайно, это приглашение вот индивидуальных людей, Романа Нелли, или Самара хоть что-то как бы значила, и услышав это слово, да, вам захотелось сюда приехать. Before you arrived here, was Samara some special for you? Meant some special. I was here the first time last summer. And впервые я прибыл сюда еще прошлым летом. And I mean, Samara, I knew very little about. I knew something maybe that Shostakovich was here in the 40s. В действительности знал очень мало о Самаре. Слышал, что Шостакович в 40-е годы еще здесь бывал. And Shiraeva, I knew nothing about. А Ширяева я вообще ничего не знал. Да, и вы приехали, имя, да, такой пароль, код, он, да, в одними воспринимается так чисто игровой, но ситуация совпала, чего ж ключ нужно, чтобы открыть, вот, к примеру, фабрику «Кухню», пусть этот ключ будет Илья Ефимович Репин, да, ну, кто-то, да, Нелли пытается всерьез говорить о неприходящем значении Репин. Для вас Самара, вы, да, год назад впервые услышали, ничего не знали, Илья Репин, да, который, да, закончил свою жизнь в соседней с вами стране Финляндии, волей случая. Эта фигура что-то значит, она известна была, или тоже это была терра инкогнита, но потом вы открыли ее? So before going to Samara, have you heard something about Repin? Yes, of course. I mean, he's such a famous Russian painter. Да, конечно, это такой известный русский художник. And I think
in general famous outside of Russia, at least in Sweden and Germany, where I live in Germany. И вообще-то он известен по всему миру, и, конечно, и в Швеции, и в Германии, поскольку я родился в Швеции, а живу в Германии. And I also have a very, which is just a coincidence, this painting, the Burlak painting. Было такое забавное совпадение, что вот эта его самая известная картина «Бурлаки на Волге» is maybe one of the first art experiences that I had without knowing anything that it was art that I was looking at when I was a little child. Так вот, в некотором роде эта картина «Бурлаки на Волге» была едва ли не первым моим арт-опытом, если можно так выразиться, когда я был еще совсем ребенком. And we had a book in my house, and in my house there was no art. I mean, my parents and my family did not work with art or anything. И вообще в моей семье никто не увлекался искусством, ничего общего с искусством не было, но у нас была книга, наподобие энциклопедии. So this picture, I was fantasizing about the people in this romantic picture, and when I was a kid, it really spoke to me in the suffering of these people. And И вот я в энциклопедии обнаружил эту картину, репродукцию этой картины, и стал фантазировать о романтической природе всего происходящего на ней, стал размышлять о страдающих людях. So, to me, it's a fun little anecdote that I was now invited to this exhibition, which is about Ilya Repin and the Burlak, and it happens to be one of my old paintings or images. When I was a child, it wasn't art to me because I didn't know it was art. Какой-то круг замкнулся, да? Да, ну и таким образом, вот для меня это, с одной стороны, забавный анекдот, но с другой можно здесь усмотреть глубокое значение, и тем более, что в детстве я воспринимал эту картину не как произведение искусства, потому что я вообще не понимал, что есть искусство, да, но лишь фантазировал на эту тему. Да, некую зарисовку неких людей, к которым вы сейчас приехали. Не знаю, увидите ли вы что-либо похожее, да, на бурлаков? Whether would you see something like burlaks nowadays? Yeah, I think we're gonna see maybe not as obvious as in this picture. Ну, конечно, так наглядно, как на этой картине, мы едва ли найдем бурлаков. But I think the world, we are going to see more burlaks in the future maybe, and more people are the system that maybe was predominant in the Tsaristic times in Russia and also in Europe and in Sweden, the feudal system, I think it's coming back. Но удивительная вещь, парадоксальная, что в будущем, возможно, мы столкнемся как раз-таки с бурлаками, потому что вот та феодальная система, которая была еще в дореволюционной России, на мой взгляд, она сейчас возвращается, становится более реальной. Да не только на ваш взгляд. В В России это новое средневековье возвращается, даже уже термин есть новое средневековье, новое опричнина. Владимир Сорокин есть такой писатель, наверное, вы знаете. Он это уже все описал. He writes about this modern Middle Ages in Russia. And you have this, now I forgot his name, this French writer who wrote the new Есть также французский писатель, который That's Capital, but the new, I've forgotten his name, French economist. Из-под пера которого вышло произведение «Новый капитал». Слышали что-то? It talks about the new feudalism. И вот как раз он ведет речь о новом феодализме. But I also think that we are also maybe we people who are not rich, who are not the owners of Gazprom or big companies, that we are burlaks because we just have to produce with our bodies and our minds everything for these big companies, and then the only thing we get is to consume. И в действительности вот все мы, то есть люди не богатые, в чьих владениях не находится «Газпром», в частности и прочее, в некотором роде мы все бурлаки, которые должны напрягаться либо физически, либо какой-то умственный труд прикладывать, чтобы работать на этих людей, а все, что мы имеем в обратном направлении, это только возможность потреблять. Вот это вот консюмеризм такой бытовой.
Да, ну это мы вот услышали неомарксистское заявление Густава Хелберга. Marx like statement. Да, Романа хочу подключить. Роман, да, Густав, очередная премьера новой его акции, нового события, перформанса произойдет уже 1 числа, да, вот, на складах в арт-пространстве, да, фабрики кухни. Но это произойдет, да, не на складах, а произойдет это все во дворе. Для этого мы пригласили хор из храма Святого Сердца Георгия, который Кирха, другими словами говоря. Вот сегодня пройдет первая репетиция вот этого перформанса. Вот. Но я хотел сказать еще про еще одно совпадение, да, вот бурлаки и фабрика кухни. У меня вот полное ощущение, что мы сами бурлаки, да, в каком-то смысле. Вот сейчас произошла передача из региональной собственности в федеральную, да, сейчас это уже федеральная. Сначала из-за этого Росстраха, да, передавали. Да, в какую-то организацию, которая, региональная, сейчас региональная организация передала в Государственный центр современного искусства, и теперь это федеральная собственность. Вот. И я полностью думаю, что все художники, которые здесь собрались, абсолютные бурлаки в каком-то смысле. Когда вот это вот, я пытаюсь сравнить это с баржей, да, которую затянуло песком, там, я не знаю, тиной, и нам надо ее стронуть, сдвинуть с места и запустить этот процесс, и абсолютно бурлацкое ощущение, потому что здесь важен Все-таки бурлаки тянули, да, не свой корабль, да, можно его высокопарно назвать Россией, куда они его затянули, да, в 17-й год, да, в каком-то смысле он, это другой, он не частный корабль, он государственный это корабль. Будет, да, есть такое выражение корабль дураков известный, да, пусть будет корабль бурлаков. Скажем так, это корабль искусства, да, который мы сейчас арт-бурлаков сдвигаем с места, да, а у бурлаков, как известно, да, если вот там, я не знаю, почитать какие-то документы про бурлаков, у них был очень важен ритм определенный, да, то есть они должны очень слаженно работать, и там самое сложное было именно стащить, сдвинуть. Да, и совпадение этого ритма. И совпадение, да, этого ритма. И вот наша программа, которую мы делаем сейчас, она абсолютно похожа на вот такую бурлацкую программу, когда мы выстраиваем определенный ритм, и шаг за шагом мы запускаем этот проект. Да, но учитывая, что да, бурлаки работали артельным способом, надо там и сделать арт-ель, да, тем более, что мы все время употребляем слово арт-ель, арт. Я не знаю, тут можно много всяких придумать каких-то там... Густав, у вас, да, ваша акция, перформанс, да, вы сейчас уточните, как это назвать точнее, называется два варианта. Два племени, я видел, да, в программах. Вот здесь у вас два рода. Род имеется в виду тоже, да, внутри. Звучит это чрезмерно сейчас актуально, потому что мы неизбежно и сейчас, да, не можем не касаться этой политической плоскости, да, в которой отражаемся. Да, эти два племени мы сейчас видим, да, два самых близких племени, которые называются, да, Россия и Украина, и мы видим, что там происходит. Да, ваша акция, да, инсталляция, перформанс, вы уточните, как называется, она имеет к этому отношение, или это абсолютно да, универсальный, синкретический какой-то проект, который не связан с актуальной политикой? I think when I work with my art, I try to find to create some sort of general issue. В принципе, когда я работаю над своими произведениями искусства, своими перформансами, я стараюсь мыслить глобально, то есть в целом решать проблемы. But of course, with this artwork, I mean, I can be very open because I was invited in December or something last year. And we didn't really know if it's going to happen and things like that. Но с этой работой ситуация немножко отдельная, потому что меня пригласили еще в декабре прошлого года, и мы точно не знали, будет ли все это происходить или же сорвется. And I thought I was going to work inside the Fabrika Kuchnia. И я думал, что я буду работать непосредственно в помещениях фабрики кухни. But then now when I realized that we could only work outside, and I was going to work with light inside and.
Ну и так получилось, что все-таки нам придется работать вне помещения, фабрик кухни, а изначально я планировал работать с освещением, с огнями. And then when I started to think about what can I do outside the building, and I looked at pictures and photographs of the building. И тут я подумал, что же я смогу сделать вот непосредственно во дворе этого здания. Я стал изучать различные фотографии, проекты этого здания. And it was just during this time, during all last year, it was the conflict within Ukraine, and then at the time it escalated, and just at the time when my ideas started to come up, Russia invaded Crimea. И вот непосредственно весь год развивалось это событие, все эти события на Украине, и когда непосредственно идея перформанс пришла мне в голову, как раз случилось присоединение Крыма. Болезненное присоединение. So obviously, it's very obvious to me that this work comes out of the media situation around that, and it was, for me, it was we had also at the same time Syria, the conflict in Syria, the ongoing conflict in Afghanistan or Iraq, but the situation is Ukraine. Israel now. Yeah, and Israel now. Libya. But what happened in Ukraine before Russia went to Crimea? What happened in Ukraine, I thought, was this is how here it can be okay. These people stand and they say, we want this, we want this, we want this. But it can escalate, and it did, and it turned into the worst scenario. So now in Ukraine we have the absolute worst scenario. Итак, изначально я черпал вдохновение как бы вот именно в медийном пространстве, перенасыщенном всеми этими событиями, и украинскими, и сирийскими, и израильскими, и прочее. Но когда я наблюдал за Украиной, мне казалось, что это способ решения вот таких вот противоречий довольно достойный. Однако я подозревал, что может произойти эскалация. И вот сейчас мы видим, что как раз все развивается как нельзя более плохо. Ну, собственно, вот таким образом. So I was trying to go to the smallest group, to make the smallest group, and to see how do we choose to be in a group? Why do we go into a group? Or maybe we are just forced to be in a group. И вот вся эта ситуация с противостоянием в указанных местах, она навела меня на такую мысль, на природу нашего деления на группы. Как мы становимся причастны или вхожи в какую-то определенную группу? Наше ли это собственное желание или кто-либо заставляет, то есть чья-то воля извне? And in this work I'm using two choirs. And a choir is a harmless, maybe a good thing where you go and sing music. It's supposed to spread joy. И вот в своем нынешнем перформансе я использую два хора. И на первый взгляд это совершенно безобидная вещь, потому что вы приходите, наслаждаетесь музыкой. But then maybe this choir starts to sing, we are Russian, or we are Ukrainian. We are better than you because we are Ukrainian. No, you are worse than us because you are Ukrainian. Но дальше происходит развитие событий таким образом, когда один хор, например, начинает выкрикивать или скандировать: «Мы русские», другой: «Мы украинцы», а следом за этим: «А мы лучше вас», «Нет, мы украинцы лучше вас» и так далее. То есть происходит вот такая эскалация. Yeah, and I think that's the base for this work, and then whatever interpretations and metaphors that we pull out of this, it's personal. Ну вот, собственно, это и есть основа данной инсталляции, данного акта, данной акции. И дальнейшие выводы по существу каждый делает сам. То есть интерпретация очень личностная. Густав, вы здесь в качестве кого выступаете? Некого демиурга, я не знаю, режиссера, чисто художника, композитора. Это что? Это спектакль, да? Или это в чистом виде перформанс? Одноразовое это действие? Или да, некое создается либретто, некий сценарий проекта, он может воспроизводиться? Или это вот специально, чтобы произойти один раз здесь? Или это будет еще каким-то образом фиксироваться? Вот какая протяженность этого действия во времени и в пространстве? Make it longer, you can film it on video and then develop the idea. Yeah, well, the first question, if I'm the director or if this is theater or something, it's actually something that
it doesn't. I don't. I'm an artist. I'm a visual artist. Что касается вашего вопроса, вот кем я являюсь в данном случае, директором, режиссером или, скажем, композитором и прочее, да, я, в общем-то, не решил. То есть я прежде всего художник. And this is also an experiment. This is the first time, because I maybe place out an object, and the people who come and look at this object together, that's the artwork. И вообще для меня это эксперимент, потому что обычно я имею дело с объектом, и вот люди, зрители, которые приходят посмотреть на этот объект, собственно, это и есть непосредственно арт-ситуация. So, and in this situation, it's the first time where I actually bring people into the artwork. И для меня вот это своего рода дебют, потому что это первый раз, когда я вовлекаю других людей непосредственно в сам перформанс. So I'm a bit, it's scary. Да, но это вещь репетируемая, да, я бы, возможно, как бы вариант, да, когда вы выступаете как провокатор, да, и провоцируете ситуацию, и эти хоры, и это соперничество в игровой или в серьезной форме возникает здесь вы все-таки репетируете, да? В какой-то степени это актеры, да, а не... So it's not spontaneous. No. I mean, it's going to be directed. I'm going to rehearse with. I'm actually going now soon to do the first rehearsal. Ну, в действительности, да, у нас есть прослушивание, и вот сейчас я как раз отправляюсь на репетицию. But I, of course, also have to react on how these people, how they do. So it's still in form. Но это вещь такая реактивная, то есть я буду смотреть на реакцию людей и в зависимости от этой реакции корректировать собственную линию поведения. But I do think your question about if this is going to be made more times, I think of most of my artworks that I produce for the public space. Что касается вот вашего вопроса о том, может ли это быть повторено или продлено, I think of them as a sort, like as a theater play anyway, because I put them out there. They are there for a week, a month, 2 months, half a year, and then I take it away. And then it's just a memory of this situation that is there, which is similar to a theater play. Ну, то есть, в любом случае, я воспринимаю свои произведения искусства как некую театральную постановку. То есть, может быть, вот эта инсталляция или перформанс существует день, два, может быть, полгода, но затем я все равно все это демонтирую, забираю, и остается только лишь воспоминание, как и о театральной постановке. Ну, это, кстати, вопрос еще как бы затрагивает вопрос кураторства, на самом деле. Как бы вот Густав, он художник, а мы все-таки кураторы, и наша задача, как это показать. Да, с одной стороны, это будет перформанс, как бы растянутый во времени и документированный во времени, и будет записан звук. Тем не менее, как бы после вот перформанса останется документация, которая будет... Да, я хочу сказать нашим телезрителям, что с вероятностью 99,9% да, мы покажем вам этот перформанс, да, я надеюсь, что наш оператор... Вот, и плюс останется инсталляция, которая будет из себя представлять вот два установленных во дворе динамика, которые как бы и будут, собственно говоря, вот этим экспонатом. Густав, да, здесь как бы, да, выпирает и проявляется в этом, да, вот такая ритуальная составляющая этого, да, можно сказать, что это некий ритуал. Это, в этом тоже есть метафора, да, мы сейчас говорили о новом средневековье, о феодализме, да, возвращаясь, да, и многие конфликты носят религиозный характер, да, даже вот здесь вот странным образом, даже Украина и Россия, хотя два православных государства, но и там есть скрытая пружина. Вот это, да, ритуальное вы еще ощущаете, да, вот эту ритуальную составляющую вашей акции? Well, I think I don't regard my own activity producing an artwork like this as similar to a religious something, a religious act or something. Я, конечно, не ощущаю вот этот свой перформанс как какой-то религиозный акт непосредственно. But I think religion, that is also, you seek a religion, that's another group. You want to be part of this group. I want to really say, I am a Christian, I'm an Orthodox Christian, or I am a Protestant, I'm Jewish. Но для меня это вот в первую очередь тот же самый вопрос деления на группы. То есть религия, я рассматриваю с этой позиции. Вот я ортодоксальный христианин, а я, скажем,
исповедую But протестанство. there is also something really horrible with religion, because some people would say, you are of that religion, and therefore you must die. Ну и, конечно, религия – это очень опасный вопрос, потому что некоторые люди, причисляя вас к какой-то определенной конфессии, они могут вообще приговорить вас к смерти. And then you belong to a group that you have maybe not decided. Ларс Вилкс, чего стоит? Густав, насколько принципиально или просто так получается, что да, исполнители будут хор, это католический костел, да, польский. Не католический, нет, это протестантская церковь, но это совершенно случайно. Ну, Роман, ты назвал костел, да, Святого Сердца Иисуса. Это да, не костел, а это кирха, это церковь называется, да, совершенно случайно это получилось. Кирха в другом месте, да? Нет, кирха, именно кирха. Кулешево-Некрасовская, да. Не костел. Да, и это получилось совершенно случайно, потому что мы обратились в несколько хоров, которые, как бы, сейчас большинство людей сейчас в отпусках, и мы не смогли найти, как бы, людей, а как бы вот обратившись туда, поскольку у нас давние такие дружеские связи с этим костелом, они нам выделяют место для того, чтобы там разместить гостей иногда. Вот Ольга Васильевна Тимирбулатова вот как бы любезно согласилась помочь с хором, и как раз вот мы сейчас будем репетировать. Я хотел просто добавить как бы очень интересную мысль, которая, может быть, ускользнула, про которую говорил Густав. Он говорил о том, что два хора, да, как бы два совершенно одинаковых как бы команды, да, вот с одной и с другой стороны, которые как бы поют, практически да, одно и то же. Классической воюют герои, а гибнут хоры. Да. И они ничем не отличаются друг от друга. И, я так понимаю, что они должны быть предельно одинаковыми. В этом и конфликт. Предельно одинаковыми, да. И здесь как бы выползает наружу как бы абсурд вот этого, как сказать, абсурдная ситуация. Почему одни там, а другие здесь? И вот это очень важная вещь, которая как бы вот вибрирует между вот этими двумя. Густав, вы считаете эту ситуацию абсурдной, да? Два совершенно одинаковых, да, из одного созданных, да, вот хора, племени, рода, да, находят отличия, да, и на поражение убивают друг друга. Это абсурд или убивают, они спорят. Я понимаю, мы же говорим эстетически, да? Да. Yeah, I think I'd like to answer this about the church. If it's a church choir, if it bothers me, and it's because I think that's important, because this church is a group. It's a Lutheran evangelistic church, so they already has a label. They already have a label. Ну вот я непосредственно хочу сконцентрироваться на том, что вот эти люди из хора, они как бы уже маркированы тем, что вот это евангелистская, лютеранская церковь. То есть на них уже есть вот это вот. But I'm looking at it pragmatically. This is a choir, and it's also, I see this as they are actors. It's also a fiction, what I'm showing. It's not reality. Ну, в данном случае я рассматриваю это с прагматической точки зрения, то есть задействую их как актеров, потому что ситуация это все равно вымышленная. And if I had more time and more resources, I could go and pick different choirs. But если бы у меня было бы больше времени и больше бы способов различных, то я бы, конечно, выбрал разные хоры. But then I also think then maybe you would look. Oh, this is, you could say a Russian Orthodox choir and maybe the bus driver's choir, and then you would wonder why did I choose that and that. И вообще могла бы быть такая ситуация, что, скажем, один хор я бы выбрал из числа православных ортодоксов, а другой, возможно, из числа каких-нибудь водителей автобусов, к примеру. И сравнил бы эти два хора, и тогда у зрителя или у слушателя был бы вопрос, а почему я выбрал такие странные, такие разные? But I understand that you can criticize me for using this church choir. К сожалению, матрица такая у нас, да, универсальная и даже трафаретная, да, водителей бы автобусов признали бы за Донецкую Народную Республику, некие шахтеры, да, а хор ортодоксов вдруг бы оказался, да, украинский, да, Киево-Печерской лавры. Yeah, but that's, of course, depending on what I choose, people are gonna
think differently. Yeah, yeah. Ну, таким образом, да, вот мы видим, что в зависимости от того, что я выбрал, интерпретации могут множиться. Густав, у нас эфир подходит к концу. Я хочу задать два вопроса вам, да, не впрямую связанные. Это будет 1 августа, Роман, в 18:00, да, во дворе фабрики кухни, которая становится медленно становится центром современного искусства. Первый, да, вопрос такой актуально политический, экзистенциальный. Была ли у вас проблема, да, внутренняя, я не имею в виду границы и прочее, а вы ехать сейчас в Россию, это возникает, да, вот в связи с тем, что происходит? Есть ли у вас там какой-то хор, да, внутри, который осудит вас за эту поездку, или наоборот будет приветствовать? Тот ваш хор, который остался в Германии или в Швеции? Can put some question for you in getting into Russia. You mean if I mean, and I'm here incognito. I applied for a visa and I get a visa to go to Russia. I don't. Of course, if you see this work, you can politicize it. If you want. В любом случае, в общем, когда вы увидите эту работу, вы, конечно, можете ее политизировать, но я здесь инкогнито, я здесь как художник. And I think people who wants to politicize this, or maybe someone like what's his name, Dugin, what's his name, Alexander Dugin. I mean, he could say anything about this work and turn it around. Такие люди, как Александр Дугин, они могут сказать все, что угодно, совершенно извратить смысл, поставить его. Они и скажут, и извратят, потому что они для этого. Yeah, but he is exactly a person who stands and says this to the choir. Вот как раз-таки он и есть тот человек, который управляет подобными марионетками, участниками хора. And he takes the joy away from the choir or from people. I think he's a very dangerous person. И вот как раз он лишает хор того начала искусства, которое, собственно, ему и присуще, и он очень опасен в этом смысле. Густав, и последний вопрос. В силу того, что да, у нас не только дискуссионная площадка или ознакомительная здесь в Центре, но и некий, да, есть имя, месяц, да, просветительский. Я этот вопрос задаю. Вот для вас в последние, да, несколько месяцев, да, или год самое сильное художественное событие, я имею в виду от кого? От какого текста, произведения, художника? Probably the last half of the year. I mean, literature or just fine arts or everything you want. Oh, the last 6 months. Probably. Well, it was not visual art. Ну вот, если говорить за последние полгода, это было не визуальное искусство. And ну что, не визуальное, что это было? Yeah, that's probably the book. It was probably a book, but what I was thinking of, what did I read? Скорее, это была книга. Вот я сейчас пытаюсь припомнить, что же я недавно читал. I've had a very difficult half year because my father died recently, so I haven't been able to enjoy art or fiction. So I've been reading more books, fact books. Ну, вы знаете, вообще последние полгода выдались у меня очень тяжелые. Недавно умер мой отец, и это была не та ситуация, в которой я много читал какой-то развлекательной или художественной литературы. В большей степени это были какие-то документы, и вообще документальные книги. So, yeah, but when it comes to art experiences, they don't come very often, but when they come, they can come really, really strong. Ну, вообще вот для меня вот эти вот в некотором роде арт-опыты, они не приходят часто, но когда они приходят, они очень сильны, они очень сильно влияют на меня. And but you have to be open for it, and I haven't really been in that situation now for 6 months. Но тут такая ситуация, что вы должны быть готовы и открыты навстречу этому опыту, а как я уже сказал, это была не та ситуация для меня в последние полгода, так что затрудняюсь ответить. У нас в гостях был шведский акционист, перформансист, инсталлятор. Ну, в данном случае, да, он синкретический художник, и мы 1 августа увидим это синкретическое действие. Густав Хелберг, да, рядом с ним Роман Коржов. Спасибо Андрею Сенаторову. Спасибо, да, что вы пришли. И все-таки, да, как бы
после вопрос. Это Yes, все-таки, да, это высказывание, да, это прежде всего эстетическое действие, да, или это ваше некое, да, послание самому себе и тем, кто увидит это действие? So do you think of your performance more of a kind of a message or just aesthetic thing? My thoughts is that it leans to the aesthetic. Ну, безусловно, это имеет, конечно, связь с эстетикой. But there are, of course, there are layers that are maybe more political or critical, social critical, and I hope that it is critical, socially critical, that it has, but not a meaning. It's not propaganda, because art doesn't work very well for that. Ну, и здесь, конечно, есть разные уровни, разные слои восприятия, и, безусловно, политический тоже имеет место, но я бы хотел сказать, что это не акт пропаганды в любом случае, потому что искусство не работает в сторону пропаганды, по моему мнению. And I think art can be, when art is used as propaganda, it is only propaganda. И когда художника используют в целях пропаганды, непосредственно арт-наполненность уходит. То есть это и остается только лишь пропаганда. And I think of it more, if it can be used as a tool, it's more like the Fürstenspiegel, that you show this to the power, that you show a message, sort of a translation or transformed message. Fürstenspiegel? What's it called in English? I don't even know what it's Mirror. called in English. Yeah, it's a mirror. It's like Machiavelli. The Machiavelli, the book that Machiavelli wrote, was for the prince, for the king, to see this is who you are and this is what you should do. Ну, в общем, это подобно макиавеллевскому зеркалу, которое непосредственно зрителю показывает самого себя. Да, ну и подчеркнем, что во всяком случае в России, да, современного искусства нет такой аудитории, да, чтобы оно было пропагандистским, оно в этом качестве будет совершенно смешным, но да, есть попытка, я думаю, что здесь да, некий сдвиг, да, шок, потрясение должно быть, да, или то, что раньше называлось катарсис, вот что должны испытать зрители? So what do you think of audience? Would they be shocked? Or been in catharsis or something like that? I don't think this is a shocking artwork, no. Я не думаю, что это такой шокирующий проект. But maybe you can think about it, and I would hope that it sinks into people, that people start to think, oh, can this mean something? Can I use this? Я думаю, что прежде всего, я надеюсь на то, что вот эта акция, она заронит мысль в сознании людей, и они дальше будут развивать эту мысль в себе. Because you have this, I mean, you have now these groups in Russia, these artist groups, or like Pussy Riot, or what are they called from St. Petersburg, and they make really shocking artworks, and bang, big effect. And when the effect is over, дело в том, что, вот, на мой взгляд, в России сейчас много таких эпатажных арт-групп. Это пресловутый Pussy Riot или еще вот из Петербурга. Война группа. Группа «Война». И вот они как раз-таки рассчитывают на этот первоначальный эффект шока. Шок проходит, и дальше ничего не остается. But it doesn't mean that I don't think that is also good art, because I think it's necessary, but that is also a way of working. I'm not criticizing it, but it works. It's like bang, and then it's over. And this, I hope, is more like a bing, and then it rings on. Ну, в общем, я не то чтобы однозначно критикую вот подобное искусство шока, но просто у меня другой подход, и мне больше нравится пролонгированное звучание, которое остается. Ну что ж, надеемся, да, что звучание это пролонгированное будет да, продолжаться с Густавом, без Густавом. 1 августа 18:00 будет вот это действо, представление, это метафора, это акция, этот спектакль. Нужно увидеть, да, и, может быть, мы увидим совсем не то, что говорится, так бывает с современным искусством, да, и ты увидишь совершенно другое. И под шоком я понимал, конечно, не буквальный, да, шок электрический, а вот, да, некое изменение зрения, слуха. Ты вдруг начинаешь понимать, что ты заблуждался, что ты не видел и не слышал, да, вот этот сдвиг. Я надеюсь, что в этом вообще весь смысл, я думаю, что этого фестиваля, и Бурлаков, и Репина, и нас с вами, и Центра Э, и даже Густава Хелберга. Спасибо. До встречи. Thank you. Спасибо. See you.